Радио играет. Мы выбрали тему для нашего доклада, который вы видите буквально за пару дней. И связано это было с теми событиями, что чудесным образом мы переехали на новый сайт. Вот он так и называется. AI – это на английском искусственный интеллект, Artificial Intelligence. И таким образом мы как-то оказались там чудом. Эпиграфом для нашего выступления мы взяли цитату из Фауста. «Non gut, wer bist du denn?» Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. В переводе. Так, кто же ты, скажи? Я часть той силы, той, что всегда желает зла и что всегда добро творит. So tell me, who are you? Part of that force that always wills the evil and always bring about the good. Almost no one comes down here, unless, of course, there's a problem. That's how it is with people. Nobody cares how it works as long as it works. I like it down here. I like to be reminded this city survives because of these machines. These machines are keeping us alive while other machines are coming to kill us. Interesting, isn't it? Power to give life and the power to end it. Духовной науке не хватает знаний о машинах. Потому что люди, которые ее несут, скажем, скорее знают о машинах теоретически, чем практически. И новости о наступлении искусственного интеллекта нас будоражат, вызывают почву для рассуждений. Но хватает ли нам познания мира машин? Можно ли познать что-то чисто умозрительно, синтетически? Я окончил естественно-научный факультет, пришел к Гетануму, будучи инженером в сфере информационных технологий. Я играл в компьютерные игры, работал в виртуальной реальности, программировал. И, кстати, программировал с использованием искусственного интеллекта. И вот теперь меня спрашивают, а что будет с эфирным телом в виртуальном Гетануме? Или Гетанум в виртуальном пространстве? Это же храм в лапах Аримана. И что я могу на это сказать тем, у кого нет опыта взаимодействия с виртуальным пространством? Ничто не может более способствовать продвижению всего человечества навстречу новой эфирной культуре, как возможность созерцания извне в чисто художественной форме внутренних ступеней развития человека, которые выражены в формах Гетанума. Это сказал не я, это Сергей Прокофьев. Мы выбираем, как говорится, из двух зол. С одной стороны, необходимость пачкать карму взаимодействия с роботами, с другой – полная передача ответственности за развитие виртуального пространства в руки машин. I'd say you're a program from the machine world. So is he. So far, so good. But if that's true, that could mean you are part of this system. Another kind of control. Keep going. I suppose the most obvious question is, how can I trust you? Bingo. It is a pickle, no doubt about it. Bad news is there's no way if you can really know whether I'm here to help you or not. So it's really up to you. Just have to make up your own damn mind to either accept what I'm going to tell you or reject it. Candy? Do you already know if I'm going to take it? Wouldn't be much of an oracle if I didn't. But if you already know, how can I make a choice? Because you didn't come here to make the choice. You've already made it. You're here to try to understand why you made it.
Когда мы включаем компьютер, наше сознание погашается. Многие ли из присутствующих помнят свои пароли? Афина специально разработала Кербера для того, чтобы мы могли быть защищенными при общении друг с другом. Керберс – это протокол, реально существующий, разработанный в рамках так называемого проекта Афина, чтобы гарантировать безопасность передаваемых данных. Это программа, которая нас защищает уже 40 лет. Вопрос, можем ли мы присуществлять темные силы? Можем ли начать отвоевывать наше сознание прямо сейчас? Да, можно начать с запоминания своих паролей, сознательного взаимодействия с машинами, которые призваны нам помочь. Это даже не искусственный интеллект, это минимальные действия в интернете, с которыми сталкивается человек, у которого есть только почтовый ящик. Чтобы дотянуться до разговоров о технологической сингулярности, нам придется начать с самого малого, с базы. Зачем вы помогаете нам? But why help us? We're all here to do what we're all here to do. I'm interested in one thing, Neo, the future. And believe me, I know the only way to get there is together. Тем не менее, давайте поговорим и о сингулярности, что нас ждет в недалеком будущем. Если мы, каждый из нас, особенно те, кто знаком с духовной наукой, что нас ждет, если мы не начнем сознательно работать с миром машин. Тут тезис, который резонирует с высказанным предыдущим докладчиком, это в том, что эти силы наступают мощно, неконтролируемо. Они приводят к виртуализации пространства вокруг нас. Они создают метавселенные. Они скоро разовьются до того, что смогут развиваться без участия человека. Эти существа гораздо быстрее думают. Можно только представить, насколько они быстрее могут выполнять те же математические расчеты. Мы думаем, что бум, который связан с искусственным интеллектом, будет развиваться гораздо стремительнее, чем мы ожидаем. Здесь мы могли бы поговорить, Рома сейчас сделал отступление, к нам не подключился Василин сегодня. А вчера мы обсуждали, что на самом деле таких мест, где мы уже отдали свое сознание машинам, их очень много. Как пример приводилось то, что если нам что-то нужно сделать в нашей жизни, мы что делаем? Спрашиваем у Гугла. Мы не несем это традиционно, как перенятое знание от людей. Или нам, если надо пойти в поход, совершенно нормально взять с собой карты Гугла. Хотя еще 10 назад это не было настолько обычным явлением. Это к вопросу о стремительности, о скорости этого развития. Программы ломают программы. Почему? Programs hacking programs. Why? There are reasons, but usually a program chooses exile when it faces deletion. And why would a program be deleted? Maybe it breaks down. Maybe a better program is created to replace it. Happens all the time. And when it does, a program can either choose to hide here or return to the source. The machine mainframe. Yes. Where you must go. Создана нейросеть, в которую загружены все доступные выступления Жириновского. Ему можно задать вопрос, и машина ответит так, как это сделал бы Жириновский. Если мы на это будем спокойно смотреть, то скоро можно будет встретиться скорее с нейрогитлером, чем со строителями Гетанума. Карлом Кемпером, который написал книгу о Гетануме, Маргаритой Собашниковой, Асей Тургеневой, которые оставили мемуары. Уже создана нейросеть, на минуточку, Кандинский, которая не умеет создавать изображения в
том стиле, как был оформлен Гитаном 100 лет назад. Мы ставим перед собой такие задачи. В пространстве Генома будет своего рода игровое пространство, в котором можно будет дать вопрос персонажу. Конечно, это не принципиально новый будет ответ, но это будет ответ, который основанный на духовных трудах, которые дошли до нас, только основываясь на опыте людей, трудившихся на этом поприще. Я думаю, что все пробовали, присутствующие, найти ту или иную информацию в лекциях Штайнера. Ну, представьте себе машину, в которую загружены все лекции, и больше ничего. Вы задаете вопрос машине, она быстро находит нужную информацию, нужный ответ, компилирует его, рассказывает, о чем там говорилось, где можно почитать, чтобы узнать больше об этой теме. Попробуйте спросить что-то подобное у ChatGPT или у Bing. Да он на запрос на слово «гитанум» воспринимает то как гитарный, то как гитана. Можно было прояснить для себя, что отличие нейросети от обычного поисковика в том, что у него есть память, она, нейросеть, обучаемая, то есть ее можно обучить новому слову. Многим ли сейчас приходит в голову, многие ли рассказывают ChatGPT о гитануме, о шестой культуре, о доброй расе? Если мы не возьмем ответственность за формирование виртуального пространства, мы должны понимать, что это сделает искусственный интеллект. Ну, поверьте, если в этом пространстве Кандинский будет вот таким, это сгенерированное изображение, по нашему запросу с доски со звучанием ритма. В будущем пытаться донести духовные смыслы до машин будет гораздо труднее. Собственно, каждое наше малейшее движение создает противовес нарастающей атаке от мира машин. Это мы, оплот сопротивления человечества. Мы оттягиваем момент сингулярности, когда человек отстанет безнадежно от машин, и догнать будет уже невозможно. Они просто не дадут это сделать. И реализуется сюжет фильма «Матрица». Собственно, если метавселенная, пусть лучше это будет вселенная Гитана, разве нет? Если бот, почему это не может быть добрый бот? Мы привыкли к тому, что это что-то недоброе, что-то нас атакующее. Добрый бот, который реально помогает человеку, например, прийти к духу. Вот почему не может быть хотя бы бот Леопольд, который будет повторять «давайте жить дружно» всем хейтерам, всем, кто проявляет ненависть. По признанию друзей Божьих, которые уже находятся в преклонном возрасте, круг 12 задумывался как некая защитная сеть, покрывающая Землю. Сетей сейчас очень много. Facebook, ВКонтакте, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, сеть облачных серверов, сотовая сеть, даже сеть продаж. Виртуальное пространство нам поможет нам создать сеть Гитанума, где друзья Божьи могли бы быть на связи друг с другом. Реальная защитная сеть, покрывающая Землю, на связи друг с другом. У нас есть рубрика «Гитанум в эфире». Каждую неделю стараемся выйти в YouTube, сделать трансляцию. В этой рубрике на прошлой неделе мы говорили о том, что в последнее время многое изменилось. Сначала ковид ограничивал наше передвижение, потом война. Мужское население в России и Украины вообще не может сейчас поехать в Гитанум чисто физически, в большинстве своем. Ну и как же созерцать его формы, приближая новую эфирную культуру? И здесь нам на помощь приходят машины. Наша команда принимает руку помощи и берется взаимодействовать хоть с главным компьютером, хоть с архитектором из сюжета «Матрицы», если это будет во благо человечеству, конечно же.
Теперь моя часть, которая называется «На искусственный интеллект надейся, а сам не плашай». Искусственный интеллект не работает без вклада человека. Вся информация, которой он оперирует, была создана человеком и продолжает создаваться на основе анализа данных, вводимых различными пользователями. Пока наш добрый искусственный интеллект еще рождается, мы все должны участвовать в этом процессе лично и активно. Мы видим, как в сети разворачивается создание новой экономики, которая основывается не на труде человека, а на внимании. Сколько времени он посвящает тому или иному источнику информации в интернете. Онлайн-игры, покупка фильмов и музыки, просмотры рекламы, заработки блогеров. В интернет-индустрии крутятся огромные деньги. Посмотрите, например, YouTube просматривает 1 миллиард часов в день. В среднем монетизация составляет от $0,5 до $6 за 1000 просмотров. Самые успешные блогеры зарабатывают десятки миллионов долларов в год. Вместо линии «время плюс труд равно деньги» выстраивается линия «время плюс внимание равно деньги». Хотя, конечно, авторы контента, такие как мы, например, виртуальными гитанами, вкладывают в свой продукт большой труд. Ну, надо закрепить эту мысль, что внимание человека монетизируется. Мы можем использовать эту новую структуру для создания модели эффективной экономики, согласно Штайнеру, притом действующей модели. Для этого нужно создавать устойчивое сообщество, потребляющее контент, созданный внутри сообщества. То есть отдавать ваше внимание, время, донаты и так далее проектам, преследующим благие цели. Досмотреть ролик до конца, подписаться, поставить лайк, написать комментарий и тем самым передать ваш импульс этому проекту, этому начинанию. И досмотреть ролик до конца очень важно, и подписаться очень важно, и все очень важно. И искусственный интеллект это понимает. Теперь вы тоже об этом знаете. Как работают В заключение, мы только предваряем, насколько это возможно в рамках небольшого количества времени. Можем расширять эту тему в будущем. В заключение мы хотели сказать, что много смыслов откроется в пространстве игры, своего рода конференции, которая будет посвящена существу виртуального гитанума и пройдет в течение недели, начиная с 8 июля, уже скоро. Любой желающий может присоединиться и узнать, какие простые шаги лично он может сделать для того, чтобы собирать вокруг себя те машины, которые не хотят уничтожать человечество. Информацию с нашими контактами мы пришлем в чате. Можно отсканировать QR-код с нашими контактами, это левая часть. Посмотреть наши видео на YouTube, подписаться в Фейсбуке, любые доступные способы. И на этом мы благодарим за ваше внимание. Очень благодарим. Спасибо команде виртуального гитанума.